И всем привет вновь, с вами я, Левинартл. В прошлом видео мы узнали про основу мода и базовую обработку руды, но в этот раз, учтя ошибки предыдущего гайда, я покажу вам не только основу мода, но еще и связку механизм с модом Applied Energistics 2. Поэтому начинаем. И вот знаете, хоть мод и про автоматизацию, но добываем-то мы все так же, все киркой. Такое надо исправлять. Правда, ради такого упрощения нам придется постараться не меньше. Первым делом стоит улучшить наше производство. Крафтим несколько базовых апгрейдов для машин. Такие улучшения позволяют серьезно увеличить эффективность, ведь уже базовый апгрейд дает целых 3 слота под ресурс. Ну а чтобы применить установщик, нам понадобится нажать Shift плюс ПКМ. Я неспроста сказал, что нужно сделать несколько улучшений, ведь нам также понадобится сделать еще и осмиевый компрессор. Он потребуется для создания обогащенного обсидиана. А также советую запастись огромными запасами осмия, потому что расходует эта штука очень быстро. Но не одним теплогенератором единый, поэтому чтобы энергия была всегда и не приходилось постоянно бегать за лавой, можно сделать ветряки. Они же в свою очередь будут вырабатывать энергию тем быстрее, чем выше находятся, поэтому стоит забраться на большую высоту. И тут стоит сделать очень большое замечание. Когда обустраиваете такую же платформу на самой высоте мира, учитывайте, что ветрогенераторы высотой в 4 блока, чтобы не произошло что-то типа такого. В смысле? Блин. Ну, так хотя бы уже по-человечески выглядит. Безусловно, есть еще много способов выработки энергии помимо ветрогенераторов, например, биогенераторов или газовый генератор, но на мой взгляд, пока что и их будет достаточно. Ну а чтобы энергия попросту не пропадала, поставим тот самый энергокуб. Ну что ж, а теперь мы готовы создавать и автоматизировать. А хотя стоп, нет, забыл рассказать про обогащенный обсидиан. Однако, чтобы его создать, нам придется пройти достаточно сложный путь. Для начала кладем обсидиан в дробящий механизм, получая обсидиановую пыль. Далее перекладываем полученную пыль в наполнитель, предварительно запихнув алмазную пыль, либо обогащенный алмаз, таким образом получая обогащенную обсидиановую пыль. Но для крафтов нам также потребуются еще и слитки, а чтобы их получить, достаточно засунуть обогащенную пыль в осмиевый компрессор. Также сделайте заранее обогащенный обсидиан, ведь вскоре он нам понадобится. Но если вы случайно положили обогащающее вещество, то не переживайте, его можно забрать при помощи датчика выбрасывателя по соответствующему крафту. Достаточно просто нажать левой кнопкой мыши, держать датчик, и вы заберете вещество. При желании потом его можно сохранить или переместить. Так как обсидиана нам понадобится достаточно много, советую скрафтить атомный разборщик. Из интересного в его крафте можно выделить лишь атомный сплав. Со сплавами вообще интересная история. Чем дальше и круче нам нужен сплав, тем больше ресурсов нам потребуется. Так, например, для простого сплава нам понадобится 10 миллибакетов редстоуна, для алмазного 20, а для обсидианового целых 40. Сам же атомный разборщик это по своей сути очень крутой мультитул. Работает как кирка, лопата или мощный меч. Сам же атомный разборщик имеет 4 режима, 3 из которых это выбор скорости. Так, например, медленный режим будет копать со скоростью любого алмазного инструмента. Обычный режим будет копать со скоростью алмазного инструмента с зачарованием на эффективность 2. Ну а быстрый режим будет копать со скоростью эффективности 5. Ну и конечно же может наносить очень даже неплохой урон. Считаю, надо заканчивать с этими лирическими отступлениями, поэтому перейдем уже к делу. Но перед этим попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайки, а также возможно посетить мой Discord сервер. Ну а мы продолжаем. После подготовительных можем также разобраться, что такое робит. Робит является вашим персональным помощником по сбору ресурсов, переплавке или созданию чего-либо. Немного бесполезный, но ладно. Ну а чтобы активировать его, достаточно поставить на зарядную панель. Сам робит имеет свой внутренний интерфейс, где показывается энергия, процесс следования, его имя, также владелец. В его интерфейсе не так много важных кнопок, но, например, есть кнопка «Следовать», которая, соответственно, включает режим следования робита. Вы также можете изменить его внешний вид, поставив другой вид гусениц из множества вариантов. Также есть режим поднятия предметов. За этим робот будет следовать и поднимать все предметы, которые будут в его радиусе. Также в его интерфейсе можно как создавать, плавить, сохранять, а также чинить вещи. У самого робита нету хп, но есть энергия, поэтому он не пропадет, пока не закончится энергия. И даже если энергия закончится, то он телепортируется обратно на свою площадку. И как уже многие из вас догадались, если положить предмет, содержащий энергию, он будет брать ее оттуда. А в данном случае, если положить творческое хранилище, он будет бессмертным.
Но давайте теперь просто принесем его в жертву цифровому шахтеру. Вот он, пик развития технологий и шахтерства. То, ради чего мы потратили очень много времени, теперь готово давать нам ресурсы. Чтобы воспользоваться им, вам понадобится для начала подключить его к электросети и настроить. Но перед этим сразу расскажу вам момент об улучшениях. Улучшение энергии, как вы уже знаете, позволяет уменьшать затраты по ней. Но в цифровом шахтере это прям необходимость. Использует энергии он просто какое-то неадекватное количество. Особенно при улучшениях на скорость. Следующее — это улучшение якоря. Позволяет сохранять чанк с механизмом постоянно загруженным. Очень полезно, если вы хотите разместить шахтер где-то далеко. Если вы хотите камень или андезит или другую каменную породу, но не хотите потом видеть под местом его работы огромные дыры, то это улучшение для вас. Думаю, игроки Create оценят. Ну а что касаемо улучшений скорости, то ставьте их на свой выбор. Но помните, что каждое улучшение увеличивает серьезно энергопотребляемость. Открывая интерфейс, вас сразу встретит очень много кнопок. Но пока давайте поговорим о автоизвлечении, автовыбросе и шелковом касании. Режим автовыброса понадобится только если у вас будет включен режим автозамены. Но зачастую он вам не понадобится. Ну а функция автоизвлечения уже более полезна. Она позволяет не настраивать механические трубы на вывод из механизма. Немаловажной функцией является еще и шелковое касание. Как вы уже поняли, имеет аналогичное применение. Но учитывайте, что тратить будет она энергию в 2 раза больше. Поэтому о нем стоит вспомнить только когда у нас будет упетерение руды. Теперь я наконец-то покажу вам настройку цифрового шахтера. Для начала выставим максимальный радиус. Так он будет копать в пределах 32 блоков. Далее выставим минимальный уровень по Y. Но при выставлении максимального Y вы должны учитывать, что хоть мир и ограничен всего лишь до 312 блоками, но учитывайте, что шахтер также будет считать их как вскопанные блоки, поэтому лучше всего ограничьте до 121, а по нажатию этой кнопки вы можете посмотреть его радиус. Про обратный режим сказать тоже ничего не могу. Просто шахтер будет выкапывать абсолютно все блоки, за исключением тех, которые вы поставили в фильтр. Говоря о добавлении нового предмета, у вас есть 3 варианта: образец, тег и ID. Но я вам расскажу один лайфхак, благодаря которому вы сможете настроить цифровой шахтер за пару секунд. Если вы хотите долго и нудно вписывать каждую руду в фильтр или приносить образец этой руды, то пожалуйста. Но зачем, если можно написать просто Ori и готово? Все руды будут добавлены, как из модов, так и обычные ванильные. Ну а если ваш дом сделан из дерева и у вас не стоят противодейственные фильтры, то будьте готовы, что дома у вас скоро не будет. Ну, после всех этих предупреждений можете запустить шахтер и проверить, как он работает. С апгрейдами на скорость он, конечно, добывать будет быстрее, но опять же вырастет энергопотребление. Ну а если кому было интересно, как он будет копать шелковым касанием, то вот так. Ну и на финал расскажу о том, как автоматизировать базовые процессы через Applied Energistics и механизм. И первым делом, что вам следует сделать, это установить один дополнительный мод. Называется Just No Items Applied Energistics Integration. В связи с новыми обновлениями последней версии мода Just No Items перестал поддерживать Applied Energistics, поэтому для его работы следует установить еще один дополнительный мод. Также я думаю, что аудитория, которая пришла сюда, не нуждается в понимании, что такое ME-система и как она устроена. Я лишь покажу то, как автоматизировать сам процесс через Applied Energistics. Но если вы хотите увидеть от меня гайд по Applied Energistics, то оставляйте комментарий. После того, как создали и впихнули ячейки хранения, не забудьте поставить также и новую ячейку. Это химическая ячейка. Она поможет хранить вам обогащенный материал, так же как и газы из мода. И попервой давайте для начала попробуем автоматизировать крафт наполненного сплава полного цикла. Для этого нам понадобится сам наполнитель, поставщик шаблонов и шина импорта, а также любое хранилище создания. Сейчас посмотрим, какие ресурсы нам нужно, чтобы создавать наполненные сплавы. В данном случае нам понадобится медный слиток и 10 миллибакетов редстоуна. Сейчас хочу сакцентировать внимание на том, что я сказал именно про полный цикл. Вы, безусловно, можете сами заливать химический редстоун в ME-систему, но это будет неудобно. Поэтому для начала его следует обогатить и потом через наполнитель передать в ME-систему. Но первым делом расставляем хранилище создания. Расставляем поставщик шаблонов и наполняющий механизм в таком порядке. Вы, конечно, можете расположить его по-другому, но я выбрал такой способ расстановки. Соединяем это все проводами, после чего идет часть, на которую ломаются большинство людей. Это настройка, и она здесь играет самую важную роль. Поэтому давайте рассмотрим интерфейс поближе. Как вы можете увидеть, окошки имеют свой цвет. В данном случае
красный это вход, синий это выход, а желтые это дополнительные предметы, которые должны сюда поступать. Поэтому при открытии интерфейса настройки сторон вам будет показано визуально, где находятся выходы, где входы. Но вернемся все-таки к нашему автокрафту. Первым этапом будет кодирование шаблона. Нажимаем на плюс и на стрелку. Таким образом получаем шаблон обработки. Доставляем схему по обогащению и теперь правильно настраиваем входы и выходы. Так как здесь у нас самая простая схема, то в поставщике шаблонов остается только поставить вход. И не забудьте поставить шину импорта, только уже с настроенным выходом. После чего возвращаемся к поставщику и кладем шаблон. Идем к терминалу и теперь видим, что можем изготавливать обогащенный редстоун, который почему-то все равно не можем изготавливать. Точно, потому что в автокрафт у нас зашит именно производство редстоуна как химического элемента, а нам нужно знать для начала производить сам обогащенный редстоун. Поэтому кодируем новый шаблон, перезаталкиваем его в обогащающую схему и теперь видим, что можем ее создавать. А вот с шаблоном по изготовлению химического редстоуна есть две вещи. Первая вещь, то что вам нужно включить настройку предметов на вход дополнительного слота. Он будет обозначен как обычно желтым, после чего настроить выход химических веществ через шину импорта и соответствующую вкладку. И последним действием ставим наполняющий механизм, который будет делать наполненный сплав. И обязательно проводим ту же настройку, где входы будут назначены на поставщика шаблонов, а выходы на шину импорта. И теперь в терминале ME системы вы можете заказывать любое количество наполненного сплава, если у вас, конечно, хватит ресурсов. При этом вам не придется делать его полностью вручную. Теперь все механизмы будут делать свое дело. Таким образом можно автоматизировать много процессов по созданию сплавов, механизмов, микросхем и так далее. Важно просто знать правильную настройку. Но так или иначе, я благодарю вас за просмотр этого видеоролика. Не забудьте напоследок поставить лайк и подписаться на канал. Это дает мотивацию делать новые ролики. Ну а на этом всем спасибо, всем пока.